Разбор заставки сериала «Зимородок». Или чем закончится сериал? Все начинается с птицы-зимородок. Смотрите, что говорится об этой птице. Птица-зимородок веками носила свое название и заставляла всех говорить о своей красоте, шустрости и яркости оперения. На протяжении веков птица-зимородок носила на своем теле все краски своих долгих путешествий, черпала синеву своих крыльев в отражении моря. Это символ мира, процветания, силы. Говорят, что в месте, где обитал зимородок, вода всегда была чистой и прозрачной. Таким образом, наш Ферит на самом деле находится в среде чистой воды, сущность которой еще не загрязнена. Чистая вода здесь – это Сейран, ее голубизна и безмятежность. После мы видим в заставке разные предметы. Статуя женщины-брюнетки, скорее всего, является олицетворением Хатуч. А огромная голова оленя на стене, вероятно, Халис. История на самом деле началась с них и еще не закончилась. Олень также является символом возрождения. Далее мы видим, как Сейран прячется за белой занавеской, а Ферит ходит в ее поисках. Белая занавеска олицетворяет как секреты, которые необходимо скрыть, так и невидимые препятствия на их пути, а также обретение счастья и покоя после того, как они преодолеют все это. Пока Сейран стоит на одном месте, Ферит ищет ее. Чтобы добраться до Сейран, он пытается справиться с невидимыми проблемами. То, что Ферит в движении, является символом того, что он рискнет всем, чтобы воссоединиться с ней. Опять же то, что Сейран и Ферит изображены с морем, не имеет никакого отношения к свободе. Море, которое нам показали как часть головы Ферита, символизирует, что он психически не свободен, а лишь цепляется за такую мечту – стать свободным. То есть его психологические барьеры и проблемы, которые он еще не осознал и не проработал. А у Сейран море находится в ее теле, и то, что Сейран не свободна в физическом плане. И Сейран, и Ферит обеспокоены тем, чтобы преодолеть свои собственные барьеры. Их свобода ограничена по-разному. Они движутся вперед, пытаясь осуществить эту мечту, преодолеть барьеры и стать свободными. Когда придет время, они оба воссоединятся со своей свободой. Дальше, где Сейран прикрывает кольцо своей рукой и овладевает им, здесь мы понимаем, что власть полностью находится в руках Сейран, и Ферит вынужден действовать в соответствии с ее волей. То есть Сейран решает судьбу их брака, а Ферит здесь только зритель. Ферит обречен выполнять то, что захочет она. Чтобы он не думал, в любом случае веревки в руках Сейран. Будет так, как скажет Сейран, и точка. И вот мы дошли до сцены, где Сейран танцует в известном наряде из фантазий Ферита. Мы и так знаем, что это отсылка на то, чем будет Сейран заниматься в будущем. Она носит драгоценности с большой уверенностью в себе. Да и к тому же она в курсе, что ее ценность не меньше ценности этих украшений, что на ней. Интересный момент, на который стоит обратить особенное внимание. Птица-зимородок является однолюбом. Когда одна из птиц улетает, другая не может оставаться и летит следом за своей парой. Еще один знак на то, что Сейран уйдет, а Ферит пойдет следом за ней. Ферит эмоционально остановился на одном, на Сейран. Но что-то в жизни Ферита поменяется, так как его поведение и здание, из которого он выходит, новые. Это значит, что он найдет для себя цель и повзрослеет. Здесь символично показано, как он выйдет из-под силы своей фамилии и начнет сам стоять на своих ногах. Мы снова видим в кадре двоих, которые обрели свободу. Одна уходя, а другой освобождая свой разум. Сейран снова в бегах. Вы наверняка заметили, что постоянно идет акцент на том, что Сейран в один момент просто убежит. Но это не история о том, как один другого бросил. Нет, это история о воссоединении, о том, как один найдет другого. Но они это сделают, сначала найдя свою сущность, свое «я». Появляется луна, наступает ночь, но у этого темного особняка все еще горит свет. Нам дают понять, что кто-то один в любом случае да останется в особняке, даже если все его покинут. Также нам показывают вид из окна особняка, где видно, как Ферит уходит вдаль. В особняке, который полностью пуст, кроме Ферита и Сейран, также виден и Халис. Господин Халис,
который меняет ход этой игры и наблюдает издалека за судьбой этих двоих. А в голове Халиса нам показан вновь Антеп и фигура часов. Это означает, что незаконченная история, которая была в Антепе с ним и Хатуч, продолжится, а время, на котором все остановилось, вновь начнет идти, но уже с Сейран и Феритом. И переходим к последней сцене. Ферит, который закончил свое путешествие, в конце концов предстает перед Сейран. Больше нет Ферита, который своим огнем всех превращал в пепел. Сейран потушила его своей водой. Красный сменяется на синий, как символ огня, а синий как символ воды. Ждем, когда Ферит закончит свое путешествие, найдет свое «я», обретет психически свободу и вернется к той, кому принадлежит его сердце, и это Сейран, которая вырастет эмоционально и реализует себя в этой жизни, избавившись от всех страхов. Если сценаристы и правда нам покажут такое буйство эмоций и событий, то сериал станет и правда большой психической драмой, которая закончится хэппи-эндом. Мы благодарим за такой подробный разбор турецкую поклонницу сериала. Более подробный перевод сделала переводчица Сабина из группы Зимородок онлайн, озвучка, перевод серии можно смотреть у них. Ссылки будут в описании.